Эти моды помогут увеличить вам FPS и улучшить удобство игры во много раз. Многие знают, что Minecraft имеет очень кривой программный код и устаревшие технологии. Что ж, мод Sodium решает одну из этих проблем, что дает многократный прирост производительности. А всего-то этот мод обновляет графический движок Minecraft OpenGL на самую новую версию. Но как и Optifine, прирост напрямую зависит от вашей конфигурации ПК. Sodium изначально имеет скудный функционал в плане настроек, но это исправляется добавлением аддонов. Reset Sodium Options изменяет меню и интерфейс настроек. Sodium Extra добавляет кучу дополнительных настроек графики. Iris Shaders для любителей красивой картинки. Из названия понятно, что он добавляет возможность ставить шейдеры. И скажу вам, он справляется ничуть не хуже, чем Optifine. Бывает где-то Optifine лучше, а где-то Iris. Но визуально они работают одинаково. Также этот мод требует установить библиотеку Fabric API, которую можно скачать на официальном сайте Fabric. Следующий мод, точнее два мода, которые были созданы тем же разработчиком, кто создал Sodium, Lithium и Phosphor. У него нездоровая любовь называет все в честь химических элементов, но как бы то ни было, Lithium изменяет модели работы тиков. Многие знают, что в Майнкрафте каждую секунду проходит 20 тиков. Но при излишних нагрузках тиков может становиться меньше, из-за чего игра начнет некорректно работать. Блоки будут ломаться не с первого раза, моб будут получать урон через время, а игрока будет телепортировать обратно. Lithium же поможет стабилизировать тикры игры и избежать просадок. Причем, если мод установлен на сервере, то игрокам не обязательно скачивать его. А Phosphor – мод для клиента, который улучшает обработку освещения в игре, что в теории должно принести пару-тройку FPS. Оба эти мода полностью совместимы друг с другом, и в симбиозе с Sodium оптимизируют игру лучше, чем по отдельности. А тут у нас подкрадывается мод, который делает то же самое, что и Phosphor. Это Starlight, но он не мелочится и полностью вырезает ванильный световой движок игры и вставляет в нее свой собственный. Ибо пытаться оптимизировать то, что изначально написано криво, бессмысленная трата времени. Работает он гораздо лучше, чем Phosphor, и в плане прибавки FPS, и в плане стабильности. Но как говорится, никто не идеален. Этот мод нестабильно работает с некоторыми другими модами, как например Bobby, который позволяет видеть отрисованные чанки даже за пределами уровня прорисовки сервера. Поэтому тут я оставлю выбор за вами. А сейчас я попрошу вас подписаться и поставить лайк. Вам не сложно, а мне будет приятно. Следующий мод Spirit Core. Он уменьшает потребление оперативной памяти Майнкрафтом, иногда даже в 2 раза. Но все же не стоит думать, что этот мод спасет вашу систему с 2, а то и с 1 гигабайтом оперативной памяти. Мод возможно поможет, но в итоге Майнкрафту будет не хватать оперативной памяти, из-за чего игра будет больше тормозить. Этот мод стоит использовать для серверов, где каждый мегабайт на вес золота, а в обычной игре, при условии, что у вас 8 или больше гигабайт оперативной памяти, вы не заметите особых изменений. Но может только ваша оперативная память проживет на пару дней больше. Но оперативка это довольно живучая вещь. Вы посмотрите на старичков первой версии DDR, они даже спустя 20 лет исправно работают. Небольшой мод Dynamic FPS поможет Майнкрафту прекратить нагружать ваш компьютер во время бездействия. Он просто будет снижать FPS до 1, когда игра свернута, либо не используется в данный момент. А когда вы вернетесь к игре, то FPS вернется к нормальному значению. Это весь мод. Он подойдет для тех мажоров, кто любит держать кучу открытых приложений на своем ПК. Все эти моды только для Фабрика, кроме Phosphor. Он имеет версию и для Forge. А все ссылки на моды находятся в нашем телеграме. Всем пока!